Привет, друзья! С вами снова Дмитрий. И, наконец-то, мой ремонт в доме завершен. И первая мебель, которую я купил и установил, это кухня. Ну, собственно, как и во всем доме, это должно быть самым первым приобретением, на мой взгляд, потому что с кухни начинается все в доме. Как театр начинается с вешалки, так и жизнь в доме, благоустройство начинается с кухни. Опять же повторюсь, на мой взгляд, потому что на кухне мы проводим большую часть времени. Ну, за исключением, конечно, сна. То есть во сне мы проводим треть жизни, но на кухне мы проводим тоже достаточно очень много времени. Потому что это прием пищи и гостиная, то есть мы чай пьем, и гостей встречаем, и ну, все практически у меня вот здесь, на этой кухне и происходит. Также и праздники отмечаются. Но об этом как-нибудь в другой раз. Кухня самая простая из большого зеленого магазина, как говорится. Вот, и постепенно я ее облагораживаю. То есть сегодня я хочу вам рассказать о том, как я решил сделать подсветку рабочей зоны кухни. То есть подсветка будет универсальная. В чем ее универсальность, узнаете позже. Ну а сейчас поехали. Подсветку я буду делать из таких вот осветительных плафонов, которые можно соединять вместе. То есть у них здесь уже есть выключатель, розетка на 220 штыречек, и вполне себе можно их спокойно присобачить сверху рабочие зоны. Они очень легкие, практически невесомые, легко снимаются, убираются, легко включаются, выключаются. Смотрим. Крепятся они очень просто, подсветочка, вот на такие кронштейны. То есть кронштейн приворачивается к полкам и потом просто спокойно защелкивается, и все прекрасно держится. Для начала прикручиваем кронштейны. И не забывайте использовать маленькие коротенькие саморезы мебельные, иначе можно просто насквозь продырявить вашу полку. Но это если в том случае, если вы будете крепить к полке. Можно крепить и к стене. Размечаем примерно. На самом деле здесь все очень приблизительно, потому что в кронштейнах лампу можно вполне себе двигать. Просто чтобы она в край не попала. То есть, ну, примерно посередине шкафа, ну и тут посередине шкафа. Вот и все. Приступим к монтажу ламп. Монтаж здесь очень простой. То есть вот такой вот проводок с обычным входом на 220. Вот, вставляем его вот сюда и в розетку. Все, наша лампа горит. Также очень удобно
соединять лампы вместе. Здесь есть вот такие вот заглушки. Лампы между собой соединяются э, вот такой вот вилочкой. То есть здесь есть такая вилочка. И тут есть такая вилочка. То есть подключать электросеть можно с этой стороны и с той. Если лампы впритык вы хотите размещать, как, собственно, вот у меня сейчас здесь будет, то есть вот такой вот коннектор, который соединяет лампы вместе вот таким вот образом. Все. Сейчас мы их зачпокнем и посмотрим. А на углу у меня лампы будут соединены вот таким проводком. Все это идет в комплекте. Очень даже миленько. Итак, лампы застегиваются очень-очень просто. Все, одна лампа висит. Сейчас вторую. Как я говорил, она двигается. Все. И вот здесь вот просто соединяем лампы вместе. Сейчас я оттуда ее... Все. Третья лампа. Вот, собственно, и все. Теперь подключаем к электричеству. Все. К электричеству подключили, теперь включаем. Вот и все. Процесс монтажа занял не более 5 минут. Также, если вам не нравятся вот так вот провода, вы всегда можете их спрятать. У меня там выведена розетка под вытяжку, но вытяжка еще не подключена. Жду весны. Весной буду сверлить дыру уже и там сделаю уже нормальную вытяжку. Там есть розетка, я электричество подключу через розетку, чтобы спрятать вот эти провода. Вот, сделаю какой-нибудь выключатель, можно сделать инфракрасный выключатель на всю эту петрушку. Да, вы скажете, там светодиодная лента, она значительно дешевле. Ну, на самом деле незначительно. Сама лента, да, дешевле, чем лампы вот эти, но не забывайте, каждой светодиодной ленте нужен специальный блок питания, который преобразовывает 220 там, в 12 или в 24, смотря какая у вас будет лента. Да, скажете, лента бывает с пультом, бывает еще какая-то там модная, там много лампочек, мало лампочек. Здесь все тоже, все просто. Не надо мне поменьше света, я всегда могу выключить. Здесь не работаю, я здесь выключил. Здесь что-то режу, пилю, у меня здесь подсветочка достаточно хорошо, все видно. Вот, тоже не нравится, взял, выключил, взял, включил. Вот. Но самое главное, что это заняло не больше 5 минут. Я всегда могу снять эти лампы, убрать и наклеить туда светодиодную ленту. Но в чем, вы скажете, универсальность
данных ламп. Ролик-то называется «Универсальная подсветка». Да все очень просто. Вот не хочу я, там, нужно мне какой-нибудь удлинитель. Я взял лампу, взял провод и вполне себе использую ее как переноску. Как я уже говорил, ее включать можно с обеих сторон. Вот сейчас там вот где выключатель, выключатель здесь с этой стороны. Все, пожалуйста. Вставил, захотел поснимать видео, подсветочка мне нужна, что-нибудь такое красивое. Или куда-то положить, там, чем-то накрыть. Ну, неважно, применений очень много. Так что, друзья мои, на мой взгляд, такая подсветочка очень даже себя оправдывает. Она небольшая, то есть в высоту 3 сантиметра, в ширину 2 сантиметра. Ну, как бы, может быть, есть и меньше, но это у меня просто осталось от подсветки гаража, когда я делал освещение в гараже. У меня поэтому остались эти 3 лампы. Ну, как бы, я не знал, куда их деть. Там в гараже вроде бы пока не нужен свет дополнительный, поэтому я решил их приспособить сюда. В ту сторону я тоже приделаю такую же лампу. Сегодня поеду в большой зеленый магазин, посмотрю, может быть, там есть покороче, потому что эта лампа на правую сторону, точнее, на левую сторону кухни, там она очень длинная, поэтому она мне там не нужна. Может быть, есть поменьше, я посмотрю и куплю. Вот, собственно, и вся наука, как говорится. Точно таким же простым способом можно сделать подсветку и сверху положить эти лампы просто и также подключить. Тоже займет не более 5 минут. Тем более даже сверлить там ничего не надо, прикручивать не надо. Можно их просто положить поверху, и все, будет еще дополнительная подсветка потолка. То есть создавать дополнительный уют и интим у вас на кухне. Ну, в дальнейшем я буду делать рейлинги. Если интересно, подписывайтесь на канал. Ну, а если видео было познавательно, интересно, ставьте лайк, пишите что-нибудь в комментариях. Интересно выслушать ваше мнение по поводу такой подсветки рабочей зоны на кухне. Ну, а пока. Спасибо, что смотрите. Пока.